Что касается российско-американских отношений, то, на мой взгляд, они вступили в стадию переформатирования. Перезагрузка, опять же, я выскажу свое собственное мнение, вот в том виде, в котором она существовала в 2009 году, когда она была сформулирована как некая сумма отношений, она исчерпала себя. Были определенные достижения в ходе перезагрузки, а именно договор СНВ-3 был подписан. Было углублено сотрудничество по Афганистану. Россия при поддержке Соединенных Штатов вступила в ВТО. Хотя вы знаете, что это достаточно спорный вопрос, и в России многие считают, что это не является для нас существенным достижением, но во всяком случае официальная позиция наша стояла в том, что мы в этом заинтересованы, и американцы это поддержали. Изменилась серьезно тональность отношений между Москвой и Вашингтоном, потому что последние месяцы при администрации Буша это были месяцы исключительно взаимных обвинений и приездов в Москву Кондолизы Райс, которую уже здесь просто невозможно было видеть, потому что каждый раз, когда она приезжала, она вызывала исключительно негативные эмоции. Значит, вторая, достаточно жестко настроенная госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон ушла в отставку, как вы знаете. Говорят, что где-то об этом жалеют. Не вижу причин об этом сожалеть в России. И выражаю надежду, что Керри будет менее идеологизированным и более реалистически настроенным политиком. Если будет утвержден министром обороны Чак Хегель в Соединенных Штатах, который также относится к школе политических реалистов, то я думаю, что этот тандем вместе с Обамой будет позитивным изменением на высшем уровне американского внешнеполитического руководства. Но, повторяю, вот перезагрузка, она выполнила, в общем, свои задачи. Тональность она изменила, сферы сотрудничества она обозначила, но она не смогла справиться с крупными сферами разногласий. Прежде всего, проблема противоракетной обороны. Безусловно, Соединенные Штаты, как бы это сказать, после 3 лет тактичного поведения по вопросам внутренней политики Российской Федерации не выдержали все-таки. Вот. Хиллари Клинтон сорвалась тогда в декабре 2011 года, дала жесткую характеристику парламентских выборов в России. Путин сформулировал достаточно быстро свой ответ, что суть его состояла в том, что Соединенные Штаты поддерживают несистемную оппозицию в России. И из периода взаимной сдержанности по этому вопросу, скажем так, мы перешли опять к достаточно жестким обменам по темам внутренней политики Российской Федерации, что не способствует, всегда не способствует нашим отношениям с США. Одно дело, когда американцы нам выражают свои соображения в области непубличной дипломатии, а другое дело совершенно, когда начинаются заявления, фактически означающие, что Соединенные Штаты Америки настроены на противостояние с руководством государства. И вот здесь я думаю, что перезагрузка не сработала в конечном счете. То есть вопросы внутренней политики России опять вышли на первый план. При этом я считаю, что у нас тоже есть возможность сделать заявление о сомнительности американских выборов. Вы знаете, что американские выборы проходят через систему выборщиков. Вы знаете, что, объявляя себя первой демократией мира, Соединенные Штаты являются единственной демократической страной, где нет прямых выборов. Финляндия отказалась от системы выборщиков 12 лет тому назад. С тех пор Соединенные Штаты остались единственным государством, по-моему, где выборщики выбирают президента. То есть вот есть этот промежуточный слой между избирателем и президентом. И это само по себе, на самом деле, атавизм. Американцы ссылаются на свой исторический опыт, вот, и мы по этому поводу, как вы знаете, не делаем зубодробительных заявлений и не говорим о том, что ну как же так вот, у вас такая несовершенная демократия. И вообще демократия ли это? Если для того, чтобы быть избранным президентом, необходимо потратить где-то около $1 миллиарда, вот. Все-таки это значительная сумма, да?
И могут ли люди, может ли считаться демократией страна, где люди без миллиарда долларов вообще даже не могут ни на что претендовать? То есть здесь есть многие вопросы, но мы не превращаем это в тему российско-американских отношений. Вот. Американцы в свойственной им манере считают, что они могут это превращать, нашу внутреннюю политику, в тему наших отношений. Вот здесь перезагрузка, она эту тему не сняла. И поэтому сейчас, мне кажется, нам нужен новый формат отношений, нам нужно жестко определить сферы возможного сотрудничества, я уже это говорил о них, это Северная Корея, это Афганистан, это Иран, во всяком случае, Иран за пределами обсуждения военных сценариев решения вопроса, и определиться с тем, где, по всей вероятности, мы не найдем общего языка. И стараться эти темы увести на третий план в наших отношениях. Ну, знаете, есть такое американское выражение to put on the back burner, поставить что-то на заднюю конфорку. Вот надо ряд тем поставить на заднюю конфорку, потому что их бесконечное рассмотрение, оно ничего, кроме антагонизма, не создает. Ну вот, в частности, насколько мне известно, Обама не был счастлив тем, что Конгресс принял закон Магнитского, потому что для Обамы это только проблемы создает. Совершенно очевидно, да, что существенного воздействия на российскую политику закон Магнитского оказать не может. У нас, правда, принято считать, что это закон против борьбы с коррупцией в России, но, к сожалению, с коррупцией нам надо бороться самим. Это не закон против борьбы с коррупцией в России, потому что закон Магнитского вводит ограничения на тех лиц, которые причастны к гибели Магнитского, по мнению американских законодателей. Это 60 человек из прокуратуры, из ФСИНа, из налоговых служб, которые не имеют собственности в Соединенных Штатах, не имеют счетов в Соединенных Штатах. И с этой точки зрения коррупционный потенциал закона Магнитского нулевой абсолютно. Даже если они будут его расширять. Расширение закона Магнитского идет не по коррупционной линии. Совершенно. Там в секции 404 закона говорится о том, что под действие закона могут попасть люди, которые будут сочтены в Соединенных Штатах, то есть наши граждане, виновными в нарушении демократических прав российских граждан, прав на демонстрацию, на выражение собственного мнения, на свободу слова. Но мы же с вами прекрасно знаем, да, что те люди, которые у нас в основном связаны с какими-то коррупционными делами, они совершенно не покушаются на демократические права российских граждан. Вот, и на выражение мнения и свободу слова. Вон, посмотрите, при всех недостатках бывшего руководства Министерства обороны вряд ли можно его обвинить в покушении на какие-то демократические принципы. Он занимался принципиально другими вещами. Вот. Так вот, антикоррупционной составляющей в законе Магнитского нет. Это миф, запущенный американским конгрессом и подхваченный частью нашей прессы. По каким причинам, мне не совсем понятно. Вот. Американцы не решат за нас эту проблему. Это наша собственная национальная беда, и нам предстоит самим как-то с ней бороться. Закон Магнитского здесь совершенно ни при чем. Закон Магнитского имеет совершенно другие цели. Во-первых, показать неприходящий характер веры Соединенных Штатов в демократические идеалы. Сложность здесь состоит в том, что если бы они, скажем, оттолкнувшись от дела Магнитского, приняли закон, распространяющийся на все государства мира, тогда можно было бы говорить о каких-то принципах. Но когда они говорят, что вот Россия только, да, должна быть предметом таких санкций, то возникает вопрос, а как другие государства? Но понятно, почему американцы этого не сделали, потому что если бы они сделали универсальный закон Магнитского, а такой, кстати, проект был в Сенате Соединенных Штатов, то это их столкнуло бы с Китаем, это их бы столкнуло с, безусловно, их ближайшими союзниками в лице Саудовской Аравии, Катара, где не просто люди умирают в тюрьмах, а где фактически узаконены внесудебные расправы. Это известно. Вот, поэтому Соединенные Штаты предусмотрительно ограничили этот закон Россией, вот, и заявили, что это великий демократический акт. На самом деле это политический акт. И второй его смысл состоит в том, чтобы связать руки Обаме в отношениях с Россией. Вы знаете, что в США достаточно мощная есть антироссийское лобби, правоконсервативная такая коалиция, в которую входят, кстати, не только республиканцы, как принято считать, но и консервативные демократы. Такие люди, как Либерман, например, и ряд других сенаторов, которые считают, что перезагрузка – это ошибка, что Обама слишком много уступил России,
И фактически закон Магнитского – это некий рычаг, которым можно воспользоваться, когда, по мнению американского правоконсервативного крыла, Обама будет слишком далеко заходить в отношениях с Россией. Теперь многое будет зависеть от того, на мой взгляд, какие конкретные предложения сделают Соединенные Штаты Москве. В феврале ожидается приезд советника по национальной безопасности Барака Обамы Томаса Донилона, который должен привести так называемое секретное письмо. Что будет в этом письме, считается, что никто не знает. По всей вероятности будут какие-то предложения в области разоружения, в том числе ядерного разоружения. Посмотрим, каково будет его содержание. На наш взгляд, мяч сейчас находится на американской стороне, потому что не мы являемся инициатором кризиса вокруг системы Европро. Это американская идея. И мы выразили свою позицию. Нам нужны гарантии ненаправленности этой системы против России, и американцы должны нам что-то здесь в этой области предложить. Вот. Так что думаю, что и многое будет зависеть, конечно, от того, нащупаем ли мы какую-то серьезную сферу для взаимодействия, поскольку от этого будет зависеть, насколько успешной будет первая встреча Путина и Обамы.